Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 27 декабря. Сегодня у нас с вами среда, середина этой недели. И вы знаете, у нас уже с вами наступило полнолуние. Обращаем ваше внимание, что полнолуние наступило, пик его был в 3 часа 32 минуты по московскому времени. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами полнолуние в знаке зодиака Рак. Что же нам несет это полнолуние, на какие моменты сегодня стоит обязательно обратить внимание, а также обязательно в этот день положите это в кошелек и скажите определенные слова. Особенно конец года поможет вам визуализировать и открыть новые для вас возможности. Давайте вместе с вами, друзья, все более подробно будем разбирать в этом видео. А вы обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 27 декабря, сегодня у нас с вами полнолуние. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами полнолуние в знаке зодиака Рак. И, как вы знаете, Рак у нас с вами это водная стихия. Поэтому сегодня и в ближайшие дни будут стоять следующие вопросы, которые так или иначе вам стоит решать. Конечно же, у каждого человека эти сферы будут по-своему проигрываться. Какие-то сферы будут затронуты вот в это полнолуние. Итак, недвижимость, все, что связано с вопросами недвижимости, у некоторых людей будет стоять вопрос прямо ребром. Далее, дети, у кого-то материнство, зачатие, отношения с мамой, также пересмотрите то, чем вы питаетесь, как вы питаетесь. Далее, семья в широком значении, ну и, конечно же, ваше хозяйство, быт. Обращаем ваше внимание, что это полнолуние будет показывать вот те проблемы, которые у вас есть в жизни на данный момент, или которые вы не решили, или которые вы положили в долгий ящик и решили, что это на данном этапе вас не интересует. И, к сожалению, с вот сегодняшнего дня, 27 декабря до 30, до 29 декабря, эти вопросы будут очень сильно у некоторых людей проявляться. Вот именно эти вопросы. Поэтому, если у вас нет никаких вопросов, то есть нет никаких проблем, ситуаций, которые будут проигрываться, вы большая или большой молодец. Но, к сожалению, у каждого человека, мы все с вами живем в социуме, мы живем с нашими близкими, родными людьми, соответственно, это будет проигрываться. Что желательно сделать сегодня? Обращаем ваше внимание, что у нас полнолуние в знаке зодиака Рак, а Рак это у нас водная стихия. И сегодня очень важно, чтобы вы работали со стихией воды. Что это значит, девочки и мальчики? Ну, например, примите сегодня, например, ванну, пойдите в баню, как вариант. Старайтесь как можно больше пить воды. Также, если вы умеете медитировать, то медитируйте и почистить себя вот стихиями. Далее, помойте полы в своем доме. Не забудьте промыть зеркала. Желательно зеркала мыть водичкой с солью. Далее, также вы можете в такую вот водичку капнуть буквально капельку масла чайного дерева. Также, если у вас вот отношения, которые вот разошлись недавно, вы с кем-то, то постарайтесь провести практику расставания со своим прошлым, потому что пока вы это держите в себе, пока вы не отпускаете, это, соответственно, держится в вас и не только делает вам больно, да, но вы сами энергетически держите себя в прошлом. Этого делать ни в коем случае нельзя. Также сегодня очень хорошо зажигать свечи, особенно в вечернее время. Возьмите икону, если вам так удобнее, возьмите молитвы, которые вы знаете. Возможно, в этот момент вам не захочется читать какие-то молитвы, а вы будете в этот момент что-то проговаривать от сердца. Это очень даже хорошо. Поэтому в любом случае, вот обратите внимание на те моменты, которые будут проигрываться так или иначе.
Кроме того, сейчас старайтесь быть мудрее, насколько это возможно, потому что это полнолуние, оно, знаете, еще и в конце года, да, сегодня, и вот у нас 28-го уже с вечера, с 29 утра начнется убывающая луна, и сейчас очень важно вот правильно сонастроиться с энергиями, вот последними вот этими энергиями, которые нам нужны от растущей луны. Это у нас привлечение, прибавление, это очень важно делать. Если мы рассматриваем сегодняшний наш лунный календарь, друзья, обратитесь, сегодня 15 и 16 лунные сутки, и сегодня старайтесь любыми способами избегать любых спорных и конфликтных ситуаций. Дело в том, что некоторые люди будут перевозбуждены и будут желать, вот по-другому нельзя сказать, желать, хотеть ругаться, спорить, что-то доказывать. Кто-то, наоборот, будет впадать в депрессию, в слезы, агрессия. Поэтому, если вы видите, что в вашем окружении есть такие люди, и вот именно они так себя проявляют, старайтесь держаться от них подальше. Потому что на полнолуние энергия на пике своем, и это очень сильно влияет на людей. Обращаем ваше внимание. И те, кто не понимают и думают о том, что это пройдет, это потом еще может отразиться. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у некоторых людей сегодня может быть такое вот подавленное настроение, злость может быть чего. Поэтому старайтесь убирать это и старайтесь не принимать любой негатив, сплетни, какие-то рассказы такие ужасные. Этого не стоит делать. Также обращаем ваше внимание, если вы сегодня положительно мыслите, то это к вам многократно умножается, усиливается. Но если вы мыслите отрицательно, плачете, ревете, проклинаете кого-то, знаете, это к вам возвращается. Помните о том, что бумеранг никто не отменял. Также, если вы человек податливый, если вы поддаетесь чужому влиянию, то, пожалуйста, в этот день немножечко будьте внимательны, будьте осторожны, старайтесь как можно меньше слушать людей, которых вы не знаете, или это мало знакомые люди, потому что можете, к сожалению, не так воспринять информацию и не так понимать те или иные моменты или события. А также и ту информацию, которая сегодня к вам приходит, обязательно перепроверяйте. А если вы не можете перепроверить по каким-то моментам, то оставьте уже после Нового года, после 10 января, потому что сейчас многие люди возбуждены, потому что очень много идет информации. Обращаем ваше внимание, многих людей уводят от главного, убирают то, что вам нужно знать, и человек, соответственно, теряет свое внимание и не обращает внимания на те моменты, которые в реальности происходят в данный момент, в данное сейчас. Что же касательно сегодняшнего дня бизнеса, денег, то если вы работаете с деньгами, будьте сегодня осторожны, будьте внимательны. Мошенники сегодня активизируются, то же самое касается в бизнесе. Следите за товаром, следите за людьми, старайтесь контролировать, варежку не раскрывать там, где это не нужно делать, потому что люди сегодня умеют красиво рассказать, если им это надо, а вы не знаете потом, как с этим решить вопросом. Также сегодня, если у вас есть перед вами какие-то важные вопросы, какие-то нужно сделать кардинальные изменения, не спешите. Также сегодня не стоит совершать финансовые операции и проводить какие-то важные переговоры. Да, обсуждать, говорить можете, но именно действовать не стоит, потому что буквально пройдет неделя-полторы, и, знаете, туман рассеется, и вы увидите, что, слава богу, что вы это не сделали, что вы это не подписали, потому что будет все в другом ракурсе. Что касательно здоровья, то рекомендую вам сегодня обратить внимание на поджелудочную железу, потому что происходит ее коррекция, и обратите внимание на диафрагму. Также сегодня хорошо есть калину, обратите внимание, ячмень, бобовые. При этом старайтесь есть как можно больше постной пищи, горячей. Это вам поможет на протяжении всего дня. Помните о том, что полнолуние, и нашему телу нужна вот та энергия, которая
идет из космоса, успевать перерабатывать. А чтобы перерабатывать, мы все-таки должны помогать. Что же касательно стрижки волос в этот день, то мы рекомендуем вам воздержаться от стрижки, потому что она может спровоцировать повышенное давление, головные боли или появление чувства страха и даже психические расстройства. Поэтому, если не хотите угодить в больницу, держитесь сегодня подальше от парикмахерских. Это такой вот маленький совет и рекомендация. Также обращаем ваше внимание, если вы лидер по жизни, будьте борцом сегодня за свое счастье. Старайтесь, конечно же, и помогать другим людям восстанавливать справедливость, но никаких важных дел, пожалуйста, в этот день, 27 декабря, не начинайте. Также сегодня не стоит ругаться, ссориться, скандалить, потому что это является для вас плохим знаком, и вы таким образом придете в Новый год вот такими, знаете, трещинами на своем сердце. Также не поддавайтесь сегодня азарту и старайтесь как можно меньше смотреть, что делают другие, как делают и что говорят. Сегодня также не стоит общаться с начальством, все-таки полнолуние, и оно очень влияет на настроение людей, на эмоции, поэтому все ваши слова могут восприняты быть непонятно, крайне, знаете, агрессивно, поэтому, чтобы этого не было, все-таки подальше от начальства, как говорится, поближе сегодня к кухне. Что же касательно смены места работы, сегодня также не рекомендуем менять место работы. С недвижимостью тоже не рекомендуем сегодня делать какие-либо операции, перенесите на более другое время. Сегодня также критический день, зачатие крайне нежелательно. Если мы говорим о физических каких-то нагрузках, то они должны быть обязательно только умеренными. Ну, хороший сегодня день для домашних дел, для всего, что связано с чистотой, все, что связано сегодня, девочки и мальчики, именно с водой. Поэтому обязательно хотя бы сделайте маленькую влажную уборочку, даже когда вы вернетесь домой. Что же касательно снов, то сны бывают вещими. Иногда сон несет в себе подсказку, какую проблему вам необходимо решить на данном этапе. Сновидения, как правило, исполняются, особенно если это цветные. Теперь, девочки и мальчики, давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 27 декабря. Итак, карта выпала: работайте над исцелением внутренней энергии. Дело в том, что сегодня и недаром вот полнолуние, да, и карта даже это подтверждает. И очень важно работать над собой, работать с теми энергиями, которые находятся внутри нас, нашего тела. И для того, чтобы решить те или иные моменты, сегодня обратитесь к себе, обратитесь к своему сердцу. Также старайтесь сегодня употреблять здоровую пищу. Также сегодня очень важно, чтобы вы смотрели себе в глаза, в свое сердце и старались принимать только те решения, которые действительно для вас очень важны и нужны. Если вы интуитивно чувствуете, что это не ваше, что это вам сейчас не нужно и так далее, не стремитесь это делать, не стремитесь это решать. Помните о том, что иногда вы поспешили и таким образом привели к тем или иным не очень хорошим ситуациям. Поэтому, чтобы этого не было, все-таки уделите внимание сегодня себе. Да, сегодня среда, середина недели, да и неделя уже как бы подходит к концу. Многие думают о подарке, о том, как, где, с кем встречать и так далее. Но помните о том, что ваше внутреннее я иногда превыше всех тех моментов внешних. Ну а молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, друзья, звучит следующим образом. Спасибо тебе за то, что послал исцеляющую энергию мне и сквозь меня, благословив меня и всех, кто находится рядом со мной. Спасибо за то, что послал мне любовь и честных целителей и учителей по исцелению энергии. Также обращаем ваше внимание, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Ну и как мы сказали в начале видео, ввиду сегодня полнолуния и нужно воспользоваться вот этим днем, поэтому мы рекомендуем вам провести следующую простую практику. Вам нужно взять лавровый лист. Берем лавровый лист, который вам интуитивно нравится. Если у вас дома нет лаврового листа, купите пачку, выберите самый красивый лавровый лист. Далее возьмите фломастером, возможно, ручкой или красками, если вы умеете рисовать красиво, нарисуйте на лавровом листе знак бесконечности.
И далее скажите: деньги к деньгам, достаток к достатку. Далее, чтобы на лавровом листике это высохла краска или фломастер, и положите в свой кошелек, только в отдельный карман. На следующий день, уже 28 декабря, вытащите этот лавровый лист, даже если он немножко где-то у вас надломился, что-то с ним, какие-то дефекты были, не расстраивайтесь. Главное, положить в сам кошелек красивый листик. И мы достаем этот листик и бросаем, открываем окно, желательно это сделать на кухне, потому что сами кухня отвечает за достаток, за изобилие, за благополучие. И именно на кухне открыть окно и просто бросить лавровый лист, представляя себе в этот момент, что вы находитесь в потоке изобилия, достатка и благополучия. Девочки, мальчики, а в комментарии напишите пожелания Луне. Сегодня полнолуние, и Луна каждого услышит. Просто напишите: дорогая Луна или многоуважаемая Луна, прошу вас, и напишите, что бы вы хотели привлечь в следующем 2024 году. Помним, пишем искренне и от чистого сердца. И обязательно 2024 год обязательно будет все это реализовано и сделано, а также осуществлено. Девочки и мальчики, желаем вам всего прекрасного и чудесного. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.